расскажет нам тему о нашем глобальном инвестиционном портфеле. Я приглашаю Валентина. Валентин Сокольников, прошу. Всем привет. Привет, как меня слышно? Хорошо слышно. Прошу поставить от 1 до 10 по 10-бальной шкале в чате. Все, десяточки, отлично. Так, ну все, здорово. Да, я попрошу переключать слайды. В 2 словах о себе. Меня зовут Сокольников Валентин. Я сам родом из Якутска. Сейчас большую часть времени провожу в Москве. В компании порядка 4 лет уже. То есть начинал как клиент, потом через какое-то время до меня дошло то, что можно еще и бизнес строить. И со временем я уже занимался бизнесом полное время. И также по финансовой части сейчас помогаю, работаю. И все делаю много. Так, ага. Хорошо. Что хотелось бы добавить? Прошел мастер-профи, и кто-то говорит то, что у нас сейчас темы из мастер-профи. Да, у нас какие-то темы из мастер-профи есть, но это же не просто какой-то тренинг, да, это конкретно мастер-класс. И хочу всех поздравить, вы большие молодцы, то, что здесь находитесь, потому что марафон 260 – это тот момент, когда вы не просто получаете знания, вы еще получаете конкретные задачи, что делать, как делать. И более того, когда вы отрабатываете на практике эти задачи, вы самосовершенствуетесь, обучаетесь, поэтому это не просто тренинг, это мастер-класс. Так, у нас следующий слайд, и как по традиции хотел бы переговорить 1-2 человека. Поднимите руку, кто хотел бы представиться, рассказать о себе и о своих инсайтах. Есть у нас желающие? Так, участники подняли руку. Четыре участника, вижу, подняли руку. У нас есть желающие из итальянского чата, они уже подключились, если возможно, мы можем с ними поговорить. Да, отлично. Добрый вечер всем, или добрый день, смотря где вы находитесь. Меня зовут Роксана, я менеджер в этой прекрасной компании. Я начала с этого марафона, я сделала вот такое большое инвестирование, я взяла все свои значит, я взяла все свои... Извините, немного тут у нас задержки со связью. Значит, я взяла все свои сбережения за последние 6 месяцев, и я отказалась также от чего-то другого, что я планировала сделать на вот эти сбережения. Я сейчас работаю, и работаю по сменам. Сейчас у меня обеденный перерыв. И я очень хотела с вами поделиться вот моим опытом. Именно поэтому я сейчас подключилась. Несмотря на то, что время мое ограничено, этот марафон научил меня брать на себя ответственность. Я в том числе администратор 2 групп вот в моей стране, в Италии. И благодаря всей этой информации, которая выдается нам каждый день, и за которую я вас очень благодарю, я научилась просчитывать капитализацию. Для меня это раньше было чем-то вообще невозможным. Я не могла этого понять, но сейчас я научилась. Мне очень понравилось задание по пенсионному плану, и я поняла, какое прекрасное будущее может меня ждать. И вот это самое важное, что я для себя извлекла. Если вы хотите меня о чем-то спросить, то я буду рада ответить.
Мгм. Скажите, что бы вы могли порекомендовать другим участникам марафона? Конечно, я с радостью дам свой совет. Я хотела бы сказать вам, верьте всегда в вашу мечту и попробуйте в самые невозможные предпринять шаги для того, чтобы реализовать ваши мечты, потому что жизнь прекрасна, и мы должны жить, мы должны проживать позитивную часть жизни, а не ее негативную часть. И мы должны смотреть всегда в позитивном ключе и видеть красоту жизни. Здорово, благодарим вас. Благодарим за свой опыт, да, свое представление, свои рекомендации. И скажите, есть ли у нас еще желающие, кто хотел бы высказаться? Пока организаторы подключают, я в двух словах объясню. Вот кто-то говорит, что зачем мы слушаем других людей, зачем это надо. Наоборот, это классно. Когда вы делитесь своими эмоциями, когда вы делитесь своими ощущениями, что вы для себя открываете нового. И даже вот, кто знает, есть такой Бодо Шейфер, он довольно знаменит, и он в свое время сказал что человек, он слышит только с 4-го раза в среднем. То есть та информация, которая приходит человеку, она примерно с 4-го раза до него доходит. Он ее может услышать. Чтобы понять, порой требуется даже больше времени. Кому-то больше, кому-то меньше, но в среднем вот такие цифры. И когда мы слышим разных людей, то в нашей голове в какой-то момент может от одного определенного, от какого-то человека, мы не знаем, что это за человек, но в какой-то момент у нас может сложиться наша картинка. Наш пазл не хватающий, он может встать в нужную ячейку, и у нас появится полная картина. Именно поэтому очень здорово то, что у нас всегда есть желающие, которые желают сказать пару слов. И, конечно, не стесняйтесь, высказывайтесь, говорите. Вот Наталья пишет, что хотела бы сказать пару слов, конечно. Поднимайте руки. Есть еще желающие у нас? Да, у нас есть в английской комнате Ричард. Отлично. Хорошо. Доброе утро, добрый день. Меня зовут Ричард. Да, здравствуйте, Ричард. Я лидер-менеджер в NEMI. И на самом деле я присоединился в прошлом августе 2019 года. И это была для меня великолепная возможность. Я живу в США сейчас. И эта программа, она мне очень помогла. В самом начале мы занимались подбором с теплого рынка, а вот с января мы начали работать и с холодным рынком, и марафон 260, он придал нам дополнительной энергии, дополнительных сил, особенно те части, которые касались задавания вопросов, поскольку очень много людей просто отмахивались, и я не знал, как их убедить. А сейчас у меня появились средства и слова, которые я могу им сказать, вернуться к ним сказать, и как бы вернуть их в прежнее русло нашего разговора и рассказать им о нашей компании еще раз. А если я уже вижу, что человек точно не заинтересован в инвестициях, то я перестал тратить на них свое ценное время. И вот эти знания получил именно благодаря марафону, и хотел бы поблагодарить вас, ребят, за то, что вы позволяете нам приобретать такие ценные навыки и делитесь таким шикарным опытом. Спасибо. Отлично, благодарим тебя, Ричард. И, Ричард, такой же вопрос к тебе. Что бы ты мог порекомендовать другим участникам марафона? Ну, моя первая рекомендация была бы следующая. Иногда домашние задания, которые нам давали, вот когда только начал этот марафон, когда нам сказали, составьте коллаж, а я начал вырезать, клеить, и мои дети с меня смеялись, говорят, пап, чем таким смешным занимаешься? А потом, чем дальше я делал свой коллаж, тем больше я заряжался энергией, и
энтузиазмом. И поэтому мой совет всем участникам: продолжайте делать свое домашнее задание, не сдавайтесь, и вы увидите, что каждый кусочек знаний, который вы получите в рамках этого марафона, пригодится вам в вашем жизненном пути и вашей карьере. Да, отличное пожелание. И некоторые вещи мне даже не казались важными, а они вдруг открылись в новом для меня свете, и я понял их важность. Благодарим тебя, Ричард. И вот еще Наталья пишет в чате, да, если Наталья еще актуальна, поднимай руку, тебя соединим. Наталья, есть? вы можете Меня говорить. слышно? Да, меня слышно, да? Слышно. Отлично. Да, тогда всем привет, здорово, что меня слышно. Меня зовут Наталья Макейл, я из Ирландии, оригинал я из Сибири, из России, живу в Ирландии 25 лет. С компанией с самого начала, начиная со Skyway, еще со старого офиса, потом Андсандес, Вик, теперь ТНГ, КРУ, в общем, с самого начала. Прошла все возможные обучения, и последний раз, вот 2 года назад я в Лондоне прошла, когда Андрей приезжал, мастер-профи, потом, когда Андрей давал последнее обучение в Ялте, и когда пришел марафон 260, я думаю, ну зачем мне это нужно, я уже 2 раза прошла, я, кстати, менеджер в компании, но люди в моей структуре подписались в марафон, и они говорят, ну давай, мы же будем у тебя спрашивать, ты же должна быть в курсе событий. И вы знаете, я в последний день подписалась, знаете, чтобы только, вот скажем, отвязаться, что я здесь, я это уже все знаю. Но, Валентин, ты абсолютно прав. Как Бодо Фишер сказал, нужно пару раз услышать одно и то же, чтобы понять, что ты ничего не знаешь. Я начала, это, знаете, такой рефреш был, такой рефреш знаний, энергии, позитива. Я делаю домашние задания, я встаю рано утром, с меня энергия прет, я обучаюсь, я утром обучаюсь сама, вечером обучаю свою команду. У меня появилась такая команда, которая прям, ну, в общем, энергия сумасшедшая. То, что дает компания, образование, это настолько life skill, настолько жизненно необходимо знать всем. И если вы думаете, что вы знаете все, вы не знаете ничего. Поэтому никогда не поздно начинать обучаться, повторять. Наконец-то до меня дошло, что такое капитализация. Начала составлять бизнес-план, но он у меня всегда был. Но сейчас я его по-другому делаю, потому что какие-то результаты я не понимала, почему я не могла достигнуть. И только вот благодаря марафону я начала обратно историю свою смотреть и думать, а почему же я до этого не дошла? А, вот почему. Да ты потому что тут это не сделала. В общем, ребят, я благодарю вас. Я слушаю с удовольствием. Я слушаю вживую, слушаю в записи. И всем советую слушать, переслушивать и выполнять задания. Всех Отлично. уважаю, люблю, целую и до скорой встречи в Москве. Да, благодарим тебя, Наталья. Да, с тобой полностью солидарны. И вот давай тогда еще из вьетнамского чата один человек нам желающий выскажется. И если он сможет справиться по-быстрому, да, то мы будем только рады. Потому что у нас ждут еще другие топики. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Представьте, пожалуйста. Но пока все, что я слышал, это привет или здравствуйте. Я понял. Хорошо. Вот, добрый вечер. Я уже Ага. пошел. Ага. И опять пауза, извините. Вот.
Я узнал о компании в августе 2019 году. Вначале я просто купил АИП, пакет, и получил за это бонусные криптоюниты, затем, или очки криптоюнитов. Затем я рассказал об этом своим друзьям. А когда я уже начал непосредственно участвовать в марафоне и понял его ценность, я понял, что этой вещью необходимо делиться со всеми, поскольку те знания, которые мы здесь получаем, они действительно помогают. И не поделиться этими знаниями будет просто неправильно. Сейчас я работаю уже над своим первым уровнем более тщательно. И, кстати, мы со своими людьми, я со своими людьми из первой линии участвую в этом марафоне. Я уже составил для себя финансовый план. Он закончил, да? Я не знаю, микрофон еще включен. Ага. Вот моя цель на следующие 2 года – это купить землю рядом с озером, где-то 500 квадратных метров, построить там дом. Сейчас у меня около 3 миллионов долей Skyway и 3 миллиона очков баллов токенов. Я также инвестирую и в другие криптовалюты. И мой план на следующие 5 лет – это создать центр для бывших наркозависимых, а также построить храм. И я хотел получать 500 миллионов донгов в месяц. Сейчас я пока получаю 5. И я думаю, когда уже начнется продажа наших токенов, тогда я думаю, что выйду на желаемую цифру. Вот так доходов. Вот такой у меня план. Отлично, поблагодарим нашего Вот что я хотел сказать о своем финансовом плане. партнера, да. Что хотелось бы еще немного от себя добавить. Ко всем своим планам и целям пишите конкретную дату и сумму. Почему сумму? Потому что у вас должна быть конкретная цель. Так работает наш мозг. Когда вы, допустим, слышите слово «дом» или «мама», или «роза», да, вы все сразу представляете конкретные картинки своего дома, своих родителей, цветов, да, в данном случае розы. То есть ваш мозг конкретно знает, что вы хотите. Когда вы говорите, то, что я хочу какую-то машину, у вас и будет какая-то непонятная машина. Когда вы говорите конкретно, что такая-то машина, такого-то цвета, так она выглядит. Когда вы даже, вот правильно отметили про коллажи, это не смешно. Я сам в свое время, когда первый раз проходил мастер-профи, сидел на новолуние, вырезал картинки для коллажа. Ребят, это работает. И когда ты смотришь на то, что ты хочешь, и ты видишь себя постоянно, вот моя цель, вот моя мечта, у тебя прям в душе возникает желание, то, что да, надо действовать, надо идти, надо все делать для реализации своей мечты. И это все работает, и ты тогда конкретно знаешь, как в детальной точности выглядит то, что ты хочешь, твоя мечта. Ты ее получаешь, именно ее. Это очень здорово, не останавливайтесь, и все у вас будет получаться. И давайте перейдем к опросу нашего домашнего задания. Поставьте, пожалуйста, в чате плюсики, кто составил финансовый план и кто написал сочинение.
Мгм. Так, здорово. А у кого не получилось по какой-либо причине, поставьте минусы и можете сразу написать, почему у вас не получилось. Так, вот есть минус, да? Почему не получилось? Не было времени. Мгм. Хорошо. Ну, не совсем хорошо, конечно. Я объясню, в чем ситуация. Да, такое бывает, то, что не хватает времени. Да, у нас жизнь идет вперед, часто она кипит, насыщена какими-то событиями, и порой не хватает времени, чтобы сделать какое-то домашнее задание. Но я надеюсь, все понимают то, что вы здесь находитесь не для того, что кому-то надо, это нужно вам. То есть когда-то там, когда были в школе, родители говорили, то, что вон, учись, обучение тебе поможет. Но тогда обучение помогало для чего? Чтобы там были знания, чтобы пойти на работу и работать, быть хорошим специалистом. В нашем случае мы создаем будущее для себя, своей семьи и своего потомства. И то, насколько мы будем подготовлены, зависит то, как мы будем это реализовывать. И когда мы каждый раз, когда мы делаем домашние задания, выполняем какие-то примеры, проводим какие-то, репетируем вопросы, ответы, презентации, мы самосовершенствуемся. И чем лучше мы будем играть в эту игру, да, когда мы знаем все правила, как играется эта игра. Я помню, тогда Арманд Бурнис очень хорошо подметил то, что жизнь — это игра, и чем лучше ты играешь в эту игру, тем успешнее ты играешь. В нашем случае мы обучаемся, каждый раз, когда мы делаем домашние задания, мы получаем какой-то опыт, мы учимся это делать. И когда мы отрабатываем на практике, у нас это уже лучше получается. И мы становимся лучше, то есть мы становимся более профессиональнее, и от этого зависит наш доход, от этого зависит наше благосостояние, то, как мы можем помогать себе, помогать близким, другим людям. Вообще можем начинать, те люди, которые делают домашние задания, участвуют в марафоне, они уже к эвенте, который будет в Москве, увидят на своем примере, как меняется их жизнь. Как бы банально это ни звучало, но это факт. И очень много людей, которые изменили свою жизнь именно благодаря тому, то, что как-то начали участвовать в марафоне, о компании узнали. И каждый раз, когда мы проводим небольшие интервью с нашими зрителями, участниками марафона, мы все это видим. И вы все большие молодцы, кто сделал домашнее задание, кто домашнее задание еще по какой-либо причине не сделал. Это ваших же, как правильно сказать, это вы заинтересованы, чтобы сделать это домашнее задание. Даже если не сделаете сегодня, но вы сделаете завтра, послезавтра, но вы его сделаете, и вы уже на себе будете ощущать то, как оно работает. Поэтому не забывайте об этом, и вы в состоянии все это сделать. И мы перейдем к нашей теме. Прошу переключить на следующий слайд. Мы сегодня говорим про глобальный инвестиционный портфель. Что это такое, как это работает. Глобальный портфель был придуман Андреем Хавратовым еще намного раньше создания нашей практической реализации глобального портфеля. В 2011 году Андрей Хавратов открыл Академию частного инвестора, где обучал людей финансовой инвестиционной грамотности. То есть он делился своим опытом с людьми. И он тогда уже вынашивал мысли, как реализовать глобальный портфель. И если тогда не было такой большой аудитории, возможно, не было каких-то конкретных действий, с чего начать, то примерно год назад, 30 марта 2019 года, была запущена программа CryptoUnit, где была практическая реализация глобального инвестиционного портфеля. Да, тогда портфель был не совсем большой, тогда был порядка 12 миллионов долларов стоимость портфеля, сейчас она уже в разы больше. И что под собой подразумевает глобальный портфель? То есть, чтобы вы понимали, профессиональные инвесторы, они не хранят все деньги в одной корзине. То есть постоянная диверсификация. И более того, профессиональные инвесторы распределяют свои деньги таким образом, что они находятся в разных странах, на разных континентах. И если по какой-то причине
где-то будет какой-то кризис, например, как это было в Соединенных Штатах Америки в 2008 году, где рынок недвижимости рухнул, то в других странах может пойти наоборот рост. Или будет стабильная ситуация, как это, например, происходит с экономикой Индии, где очень сильная экономика и стабильная ситуация на рынке. То есть идея в том, что если один сегмент просядет, то другой будет, не даст всем деньгам, всем денежным средствам сгореть. То есть, например, даже те, кто из вас, например, увлекается, следит за рынком, вот сегодня один из тех дней, когда был очень большой скачок рубля. Нефть очень упала на рынке. И даже некоторые кросс-курсы валют, они показали так называемый краш-тест, когда, ну, такая терминология, шпилька, когда полностью валюта ушла вверх или вниз, и за счет этого люди потеряли деньги. Кто-то потерял там все депозиты, которые были, у кого-то они частично посливались. Но да, бывают такие моменты, когда происходят какие-то ситуации на рынке. Но когда у тебя есть портфель, и он сбалансирован и диверсифицирован таким образом, то что он в разных сегментах находится, и даже если какой-то сегмент просядет, то другой не даст всем твоим деньгам потеряться. То есть у тебя основная часть денег, она останется в сохранности. И идея глобального портфеля в том, что простые люди могут быть участниками этого глобального портфеля. Я приведу простой пример. Поставьте плюсики в этом чате, кто знает, кто такой Уоррен Баффет. Ну вот большая часть знает. Кто не знает, вот да, Казбек не знает. Вот кто не знает, можете посмотреть в интернете. Уоррен Баффет — это один из самых богатейших людей в мире. И у него состояние просто миллиард долларов. И да, у него есть свой инвестиционный фонд. Он также следит за инвестициями, распределяет деньги, у него тоже есть портфель, который состоит из различных инструментов. Но чтобы вы понимали, вот среднестатистический человек, который зарабатывает там $500, $1000, $2000 в месяц, он со своими деньгами к нему не сможет прийти. То есть он придет и скажет, что Уоррен Баффет, у меня есть $1000, возьми мне к себе в долю. Да нет, конечно, такого не будет. То есть да, он хороший человек, у него огромнейший опыт, но сумма не такая большая, чтобы к нему попасть. То есть у нас в некоторых моментах даже сделать депозит на банковский вклад нельзя, можно сделать только с определенной суммы. То же самое некоторые инвесторы, хедж-фонды, они принимают деньги только от определенного количества, там 10 тысяч долларов, 10 тысяч евро, у всех по-разному, у кого-то больше, у кого-то меньше. То есть, а сейчас то, что делает, то, что сейчас проявляется у нас, то, что мы делаем глобальный инвестиционный портфель, это уникальная возможность для каждого человека даже с небольшой суммой денег стать участником этого портфеля. И более того, если какие-то фонды, инвестиционные хедж-фонды могут давать фиксированную сумму денег, например, 10% годовых, там, у кого-то 15% годовых может быть, то что же происходит у нас? Мы даем именно долю в бизнесе. Если, например, завтра какой-то сегмент даст нам $1 миллион или $1 миллиард долларов, то эти деньги, они будут распределены между всеми участниками. То есть это такая уникальная возможность, которую, в принципе, не дает ни один существующий инвестиционный или хедж-фонд в мире. Давайте пойдем дальше. Это 20 секторов инвестиционного рынка. То есть вы можете их посмотреть, зачитывать их все по порядку не буду, потому что мы об этом говорим на вебинарах. Это те направления, куда мы планируем распределять все деньги. То есть те деньги, которые приходят в портфель, они не просто идут в какое-то одно направление, только в недвижимость или в искусство, предположим. Они распределяются, причем распределение идет таким образом, чтобы у нас всегда был баланс. Чтобы еще такое требование, чтобы деньги были ликвидны, то есть обязательно нужны ликвидные деньги. И если какое-то направление сегодня, например, не такое прибыльное, то со временем оно может дать больше гарантий. То же самое, как чем меньше гарантий, тем больше сохранность. Чем больше риск, тем больше доходность.
То есть все это мы изучали в Академии частного инвестора. Это вроде как бы азы, кто-то об этом слышал, но не все это применяют на своей практике. И давайте перейдем к следующему слайду, где мы уже более подробно посмотрим про наше направление. То есть какие-то вы уже знаете, какие-то вы, ну, кто-то видит первый раз. То есть если посмотреть по списку, то вот у нас property – это недвижимость. То есть у нас, да, есть недвижимость в собственности, которую мы сдаем в аренду. То есть мы уже на этом зарабатываем. Да, это небольшие деньги, но это более гарантированные деньги. Или такой пример, как вот есть земля в Краснодарском крае, и также есть земля на Пхукете, то есть в Таиланде. Идея в том, что представьте, вы не являетесь жителем Таиланда, вы не резидент, вы не гражданин этой страны. И по местным законам только жители этой страны могут покупать землю и иметь какой-то бизнес. То есть, по сути, не имея гражданства, вы не можете иметь здесь бизнес. Но благодаря тому, что в компании есть, у фонда есть компания, именно тайская компания, которая имеет право заниматься этой деятельностью, и именно благодаря тому, что вы участник программы глобального портфеля, у вас уже есть автоматически доля в этом бизнесе. И наоборот. Например, если вы не живете в Казахстане, зато вы являетесь участником глобального портфеля, и у вас уже есть доля в бизнесе, который сейчас развивается в Казахстане. Ну, я сейчас конкретно говорю это про производство бриллиантов, алмазов и про приложение Шикард. То есть, ну, такая уникальная возможность, и вы можете, находясь на одном месте, получать доход совершенно разных направлений. Суши-ресторан, это вообще суши-мастер, это сеть ресторанов суши, сейчас у них уже более 200 ресторанов, франшиз, открытых в разных странах мира. То есть вы, являясь участником глобального портфеля, соединяете вообще 3 характеристики. Давайте приведем простой пример. Например, кофе. Вы пьете кофе, вы клиент. Вы можете это кофе продать кому-то. Вы агент, вы еще зарабатываете на этом. Более того, третий вариант, вы можете не делать ничего, и пока кто-то будет пить кофе и продавать его, вы еще на этом будете зарабатывать, потому что вы имеете долю в этом бизнесе. Или другой пример тоже мне нравится. Вот представьте, вы купили себе новый мобильный телефон. Предположим, iPhone, да, он очень популярный, когда его покупают, он стоит бешеных денег, особенно когда новые модели выходят. И все люди начинают сразу делать фотографии. Делают фотографии, делают посты в социальных сетях и просто рассказывают, у меня классный мобильный телефон, классная камера, там такие крутые у него функции. То есть люди делают продажу этого мобильного телефона, и все их друзья хотят купить этот мобильный телефон. Единственный вопрос в том, что компания не заплатит вам за ваши счета. Компания не платит вам каждый раз, когда вы делаете продажу рекламу этому мобильному телефону. То есть вы просто делаете рекламу, вам за это никто не платит. В нашем же случае компания платит каждый раз, когда вы делаете рекламу. Куда пойти покушать суши? Да вот, суши-мастер. Классный ресторан, сходи покушай. То есть вы где сделали рекламу, вы отлично отрекомендовали, люди пошли покушали, вы еще на этом заработали, потому что у вас доля в бизнесе. Вы заказали суши, к вам приехал доставщик. Скажи, ты являешься совладельцем своей компании, ты работаешь? Он скажет, ну нет, такое вообще возможно, что ли? Да, я являюсь. Раз, рассказал, как это происходит, сделали продажу, вы на этом еще заработали. То есть это та возможность глобального портфеля, когда человек может вообще создавать спрос и предложение на рынке, потому что у него доля в этом бизнесе, он на этом еще зарабатывает. Или про киноиндустрию. То есть у нас есть компания, мы с ними в партнерстве, которая вообще делает фильм, у них огромный опыт на рынке, делают различные 3D-эффекты и так далее. Сейчас у них фильм снимают «Человек-дракон» для азиатского рынка. То есть куда пойти, что посмотреть? Сходи посмотреть такой-то фильм. То есть сделали рекламу, сходили сами посмотрели. Представьте, у нас сейчас в фонде более 1 миллиона человек. У нас будет 10 миллионов человек. Выходит фильм, мы все идем смотреть фильм, плюс еще всех своих друзей тянем. Вот каждый еще по 5 друзей пригласил на фильм, это 50 миллионов человек, по $1 $50 миллионов. Все, это наша прибыль.
То есть, конечно, там денег будет больше, просто даже предположить, то, что 1 миллион, по $1 это 50 миллионов долларов. Эти деньги, они будут также распределяться между всеми участниками портфеля, потому что такая политика компании. У нас нет цели заработать все деньги, а кому-то дать фиксированный доход, как это делают традиционные инвестиционные хедж-фонды. То есть это уникальная возможность для каждого человека. И давайте приведем еще небольшой пример. Прошу переключить на следующий слайд. Это структура глобального портфеля. Мы сейчас не показываем текущие цифры, сколько было проинвестировано, какая стоимость портфеля, потому что об этом рассказывалось на вебинарах. И хочу, конечно же, вас поздравить, то, что вам очень сильно повезло, то, что вы сейчас находитесь на марафоне. Потому что со временем то, что те вебинары, которые сейчас у нас на марафоне, они будут уже упакованы в отдельный пакет, в отдельный продукт, он будет стоить намного больших денег. И, естественно, стоимость портфеля будет увеличиваться. Когда мы начинали, было всего лишь 12 миллионов долларов, и инструментов было не так много, но со временем постоянно идет рост, идет увеличение. И вы увидите, пройдет еще полгода-год, и портфель будет еще в разы больше. Ну, то есть, и как сказал Андрей Хавратов, пройдет время, и те деньги, которые люди получают бонусом по программе лояльности, они будут настолько малы по сравнению с тем бонусом профи, который мы будем получать. То есть это будет колоссальная просто разница, и люди будут мечтать стать совладельцем на тех этапах, которые находятся сейчас. Прошу переключить на следующий слайд. Смотрите, мы периодически давали это на каких-то вебинарах наших инвестиционных. Это статистика, да, то есть мы взяли пример, такой небольшой интерактив. Если бы у нас был $1 миллион, мы его разделили на 10 разных частей и проинвестировали в топ-10 американских компаний на 20 лет. Вот представьте 20 лет назад, что бы было, если бы вы взяли, да, и это сделали. То есть где вы были 20 лет назад? Если вы молоды, да, то ваши родители 20 лет назад. 20 лет прошло довольно быстро. Столько изменений. То есть если бы 20 лет назад вы взяли сумму денег и ее распределили равными долями, у вас уже было бы более 62 миллионов долларов. Классно, да? Поставьте плюсик, кто хотел бы. Кто хотел бы поучаствовать. Ага, здорово. Да, время идет, и на самом деле вот кто-то говорит то, что нужны большие деньги, нужно подходящее время, чтобы начать инвестировать. Скажу по секрету, подходящее время прямо сейчас. И даже если мы берем какие-то определенные инструменты, это, например, есть такой тикер на фондовом рынке, как 500 самых топовых компаний, тикер компании постоянно меняются, но тикер один и тот же. Среднегодовой рост по этому тикеру 10% годовых. То есть даже вот взяли статистику, если человек заходит в самый невыгодный период времени, он все равно будет у него будет результат лучше, чем у того человека, который не зашел вообще. Поэтому то, что происходит на рынке, несмотря на все кризисы, несмотря на какие-то государственные изменения, на рынке идет рост, потому что крупнейшие компании, они растут, они становятся еще более крупными. И вы смотрите, вот у нас американский рынок показал просто ошеломительный результат. А давайте еще посмотрим на следующий слайд. Сейчас это топ-10 российских компаний. Тот же 1 миллион долларов разделили на топ-10 российских компаний, просто рост оказался больше. Дело в том, что российский рынок недооценен, и еще дело в том, что были кризисы, когда доллар просто удваивался. Да, и 1 доллар, он увеличился и стоимость через 20 лет составила более 211 миллионов долларов. 20 лет. То есть 20 лет и столько изменений. И что бы еще хотел добавить, дорогие друзья, время идет, и через 20 лет рост будет еще больше, особенно рост нашего глобального инвестиционного портфеля. Поэтому
Сейчас это уникальная возможность. Вот кто-то говорит то, что время там прошло, я уже опоздал. То, что вы сейчас находитесь здесь, это ваше время. То есть то, что будет еще через год, будет еще больше результатов, еще более стремительный будет рост. То есть не откладывайте на потом, что можно сделать сегодня. Никогда не откладывайте на завтра тот звонок, который хотите сделать сейчас. Если вы хотите написать кому-то смс-ку, не ждите идеального времени. То, что вон будет завтра, будет вечер, как раз будет время написать, позвонить. Напишите прямо сейчас. Не откладывайте ничего. Сейчас самое идеальное время, а в свете того, то, что грядет еще кризис, на рынке у нас уже идут тенденции к этому. Сейчас идеальное время, чтобы уже начать это делать, потому что когда идет кризис, везде идет спад. Но то, что делаем мы балансируем таким образом, чтобы кризис, он не коснулся таким образом, как это зачастую происходит во всем мире. Поэтому, друзья, хотел бы вам пожелать, чтобы вы не останавливались в своем образовании, постоянно самообучались, кто еще не делал домашних заданий, естественно, их делали. И то, что вы находитесь сейчас на марафоне, вы большие молодцы. И, конечно же, делитесь этой возможностью с другими людьми. Я хотел бы пригласить сейчас на этот вебинар моего хорошего друга Харин Арун. Он родом из Малайзии, живет в Австралии. И он большой молодец, он помогает очень сильно также по инвестициям. Благодаря его расчетам по цифрам Фибоначчи он вообще просто читает графики и говорит, что вот сейчас будет там рост или сейчас падение. То есть мы уже благодаря этому сохраняем какие-то деньги нашей компании, которая у нас находится в определенном сегменте. То есть Харин большой молодец, и хотел бы, чтобы все его поприветствовали. Харин, тебе слово. Большое спасибо, Валентин. Большое спасибо за то, что рассказал нам о такой шикарной теме. Ребята, если меня хорошо слышно, поставьте, пожалуйста, единичку в чат. Если не слышите, поставьте двоечку. И на этом, ребята, если честно, то, что я только что услышал от Валентина, мне просто вот серьезно сорвало крышу. То, что я утром услышал, то, что я сейчас услышал, что-то невероятное. Валентин, он показал нам совершенно с другой стороны, под другим углом, как работает наш глобальный инвестиционный портфель и как мы двигаемся вперед. Спасибо большое, Валентин, за великолепную работу. Также давайте поздравим Валентина. Это на самом деле его дебют в нашем марафоне 260, и я считаю, что он отлично с этим справился. Меня зовут Харин Арун, я представитель лидерского совета. Вы, ребята, уже знаете меня, я топ-менеджер по партнерской программе потребительского сообщества NEMI, профессиональный инвестор, предприниматель, спикер. И также я успешно получил 2 диплома по бизнесу и по программному инжинирингу или инжинирингу программного обеспечения. Здорово. Итак, сейчас мы переходим к очень интересной теме. И он отлично дополняет все эти финансовые темы, которые мы до этого охватили. Сколько у нас? Примерно 170 человек в английском чате, примерно 160 в русском чате. Я примерно представляю, что аналогичное количество у нас и в других комнатах Zoom. Итак, давайте посмотрим, сколько из присутствующих понимают, что же такое диверсификация. И пока вы об этом пишете, посмотрим, сколько у нас в целом знающих людей. Возьмите тем временем кусочек бумаги, поскольку я хочу, чтобы вы записали весьма конкретные вещи. Как правило, в моем понимании диверсификация – это весьма простая вещь.
Есть правило, кстати, которое напрямую связано с этим понятием. Одно из правил частного инвестора, если знаете, о каком правиле я говорю, пропишите это, пожалуйста, в чате. Я уже вижу, я не успел закончить, а вы уже пишете ответы в чате. Все правильно. Помните, не кладите все яйца в одну корзину. Минимизация рисков. Другими словами, правило номер 4. На самом деле речь идет о человеческом инстинкте, причем базовом инстинкте. Если подойдете к ребенку, подойдете к нему и спросите у него, мальчик или девочка, хочешь мороженое? Он скажет да. А вы спросите, а какое ты хочешь мороженое? И ребенок скажет вам вкус, или ребенок не сможет решиться, да? Может, он захочет 2 или 3 вкуса. Даже я, когда я иду ужинать, я люблю определенное разнообразие. Иногда там цыпленок в меню, иногда свинина. И я, как правило, 2-3 раза подумаю, прежде чем решить. И если вы любите разнообразие, как и я в своей жизни, если вы просто покупаете мороженое, вы всегда думаете, а может взять 2 вкуса, а не 1? Если вы согласны с таким подходом, и ваш менталитет похож на мой, если вам нравится разнообразие, поставьте «да» в чате, а если нет, поставьте «нет». Вот и посмотрим, сколько у меня единомышленников. Отлично. Хорошо, аналогичным же образом диверсификация означает, что вы свои активы, свои тяжелым трудом заработанные деньги вкладываете в различные инструменты с различной долей риска, и они на вас работают. Например, некоторые люди говорят, у меня вообще денег нет, как же мне их диверсифицировать? И на одной из сессий мы уже говорили, посвященных 8 правилам частного инвестора. Есть же специальный метод, который решает эту проблему. Можете уже сразу про него написать, а если мы еще к нему вернемся. Так вот, давайте пока вернемся к хрестоматийному определению понятия диверсификация. На самом деле это стратегия снижения риска путем добавления активов, продуктов, услуг, клиентов, рынков к портфелю компании, либо в свой личный портфель. Диверсификация – это распределение денежных средств между различными объектами инвестирования. То есть, по сути, вы снижаете риск потери вложенного капитала, либо потенциальных доходов. Очень простое определение, наверное, проще и не скажешь. Чем больше вы диверсифицируете свой портфель, тем больше вы снижаете риск. Другими словами, вы можете просто взять свои деньги и положить себе под подушку. Они будут там лежать. Либо взять деньги и положить их на депозит под какой-то минимальный процент. А можете просто положить их себе на счет, и они там будут у вас лежать. А иногда вы можете положить на депозит, там, краткосрочный, долгосрочный. Сейчас я уже вам предложил 3 разных способа, как можно диверсифицировать. Положить под матрас, положить просто на счет в банке или положить, например, на депозит в банке, в том же банке. Так вот, возвращаясь. Porsche сказала, вот, откладывать 10% своего дохода. Вот тот метод, о котором мы говорили. Porsche из США. Все правильно. Если будете откладывать по 10% каждый месяц, то если вы себя заставите это делать и будете откладывать эти 10% и вкладывать каждый месяц эти 10% в разные инструменты, то к концу года у вас будет 12 разных инвестиционных инструментов. Давайте я вас спрошу следующее. Согласны ли вы с тем,
что необходимо вкладывать в один сектор, хоть он и довольно прибыльный, или лучше вкладывать в разные секторы, как мы это делаем сейчас в нашем глобальном инвестиционном портфеле. Кстати, вопрос вам, а сколько у нас секторов в нашем глобальном инвестиционном портфеле? Пока вы отвечаете, я вам расскажу, что мы формируем портфель таким образом, чтобы он был минимально чувствителен к рискам и одновременно обеспечивал уровень доходности минимальный, средний, высокий или очень высокий. У нас есть есть инвестиции в золоте, у нас есть инвестиции в транспортных инновационных технологиях, в киноиндустрии. Хорошо, ребят, правильный ответ у нас свыше 20 разных секторов. И это означает, что у нас около 20 подпортфелей, субпортфелей в рамках одного большого глобального портфеля. Молодцы, ребята, спасибо за интерактивность. И прежде чем я начну объяснять вам домашнее задание, я хотел бы, чтобы вы взяли кусочек тот бумаги, который я вам попросил отложить в сторону. А теперь, пожалуйста, пропишите быстро 5 правил частного инвестора, включая 8 правил частного инвестора, включая 5 заповедей. Вот напишите сейчас их быстренько. Возможно, вы хотите проявить проактивность и сказать: Харин, я очень привержен или привержена марафону, и тогда вы можете сделать кое-что еще. И я вам скажу, о чем идет речь чуть позже. Итак, все очень просто. Что я хочу, чтобы вы сделали, ребят, и это будет как вызов, который я бросил нашим участникам этим утром. Я хочу, чтобы вы изучили портфель программы CryptoUnit и научились объяснять его. Если вы знаете, как его уже объяснять, поставьте «да» в чате. А если вы считаете, что у вас до сих пор вы испытываете трудности в объяснении CryptoUnit, напишите «нет». Ребят, я хочу, чтобы вы пошли даже дальше. Я хочу, чтобы вы... Я не хочу ждать до среды, пока вы сделаете свое домашнее задание. Я прямо сейчас хочу посмотреть уровень вашей приверженности. Люди, которые привержены нашему марафону, я хочу, чтобы вы сказали: да, Харин, я выполню домашнее задание, которое ты нам только что дал. Я хочу, чтобы вы пошли на Facebook страницу марафона, взяли тот кусочек бумаги, на которых вы написали 8 правил частного инвестора и 5 заповедей. Я хочу, чтобы вы также написали, как вы объясняете наш портфель программы CryptoUnit, написали 5 причин, почему вы считаете диверсификация важна. Если вы принимаете вызов этот, напишите в чате, что да, Харин, я принимаю вызов. И тогда я примерно буду иметь представление, сколько людей у нас действительно выполняют свою домашнюю работу. Ребят, прежде чем вы даже начнете о чем-то мечтать, да, все мы говорим о том, что мы хотим больше денег, хотим машину, хотим дом. Многие люди знают, чего они хотят, но у них нет представления о ценности, о их мечты, о денежном выражении. Только если у вас есть конкретная денежная стоимость вашей мечты, только так вы сможете действительно визуализировать. У нас Антонина Киановская уже говорила о ваших потребностях, которые у вас есть, да, то, что у вас сейчас есть, и сделать разницу. И вы узнаете, сколько вам денег необходимо для достижения той или иной цели, той или иной мечты. Вот для чего необходимо выражать, определять свои мечты и цели в денежном выражении. И эта цифра, она будет вас мотивировать к тому, чтобы диверсифицировать свои вложения. Вы можете даже выйти за пределы этого. Например, идете в банк, кладете депозит, но иногда банки предлагают и акции, иногда банки предлагают доли в недвижимости. Это не означает, что вы куда-то идете и покупаете реальную недвижимость. Нет. По сути, сейчас есть компании, которые предоставляют вам частичное владение
недвижимостью. Вы можете быть совладельцем целого дома менее чем за $500. Вот вам инструмент. Есть пред-IPO-шные акции, которые вы можете купить. Есть очень простые способы инвестирования с низким риском. Если вы знаете, о чем я говорю, поставьте в чате это. Напишите это в чате. На самом деле это вкладывание денег в золото и серебро. Самый простой способ диверсификации вашего портфеля. Покупайте слитки, золотые, серебряные. Хотите, идите в ювелирную лавку, купите там ювелирное украшение. Если у вас просто небольшой золотой слиток, поверьте мне, его цена вырастет. Вот почему у нас в глобальном инвестиционном портфеле есть и золото. Вот самый простой способ, которым могу объяснить. Кто-то говорит, что биткоин не актив совсем. Ребят, всегда есть взлет у криптовалюты. И иногда взлет, иногда падение, но это тоже способ диверсификации. Так, ребята, вы знаете свое домашнее задание. Возможно, вы стесняетесь, но если вы хотите показать, проявить свою активность, то возьмите свой этот списочек, листок бумаги, где вы это все прописали, сфотографируйте и разместите у нас на социальных сетях. А почему бы не сделать видеоролик? 2-3 минуты, на котором вы объясняете, что такое портфель программы CryptoUnit, и объясняйте причины важности диверсификации. Это вам позволит выйти из вашей зоны комфорта, и вы будете более охотно делиться это с другими людьми. Итак, ребят, без дальнейших проволочек, вот я вам расскажу сейчас краткий отчет того, что нас ждет на следующей, обзор того, что ждет на следующей неделе. На этой неделе у нас будет очень особый гость, специально приглашенный гость. Не буду раскрывать пока никаких имен. И большое спасибо, что вы с нами в столь позднее в некоторых странах время. Я знаю, что в России сейчас уже 7 вечера, а в некоторых странах раннее утро, где-то уже поздняя ночь. Поэтому хотелось бы вам пожелать хорошего дня, хорошей ночи, хорошего вечера. Делайте свое домашнее задание. Спасибо, до свидания.